Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GvardUI, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Дуня. Ранг у него Король 2. Ну, как я уже ранее говорил, на ранг мы не смотрим, мы будем смотреть по игре и, соответственно, будем ее разбирать по полной программе, от А до Я. Посмотрим, как он играет, какие решения принимает и тому подобное. Поэтому, ребят, все усаживаемся поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего вам вечера, соответственно, под этот ролик. Правильно? Правильно. Вот, и напомню, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях есть закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно объясняю, что нужно для этого сделать. Поэтому, когда вы перешли на мой телеграм-канал, вам обязательно нужно на него подписаться, это в первую очередь, потому что я там пишу по обновлениям этой игры, по стримам, когда у меня стримы и все такое. Ну и самое главное, там есть чат комьюнити, поэтому присоединяйся, вместе все-таки веселее. А если ты уже все эти действия сделал, то, соответственно, не забудь тыкнуть лайк под этот ролик, чтобы ролик продвигался в тренды рекомендаций. Ну а если тебе совершенно не лень, то еще оставь комментарий от 3 слов. Все, работаем, работаем. И давайте смотреть. Старт у него отличный, я смотрю. Гоблин-убийца, мехи. Пока что все отлично. Монетки, ну, в принципе, собирать сразу можно и да, а можно и нет. Выбор предметов он пока не делает. Ждет пока что. Думает. Пока ничего не берет. Но это на самом деле норма. Когда ты не можешь определиться со своим билдом, то, соответственно, ты думаешь, какие предметы тебе необходимо взять. Ну, а он, скорее всего, отталкивается от того, что будет иметь сейчас на старте, и потом возьмет, соответственно, предметы. Так, конечно, можно делать, но иногда нерентабельно и нецелесообразно. Почему? Потому что один раз ты сможешь перековать предмет, а так у тебя будет еще несколько шансов, чтобы перековать предмет. Ну, старт у него, кстати, неплохой. Хорошие фигуры сейчас у него есть. Интересно, что он будет делать дальше. Либо же он пойдет на полный лустрик, либо нет. Давайте посмотрим. Ну, предметы так себе вот эти упали. О, боже, какой топовый предмет ему упал. Обалдеть. Кольцо, хороший предмет. Минус броня, отличный предмет. Вот предмет второго тира ему упал такой себе. Ну, благо, сегодня выходит патч. Ну, на момент текущей записи он у меня еще не вышел, но выйдет, соответственно, патч, и вот эти вот бесполезные предметы, которые были во втором тире, они перейдут в первый тир, и это будет вообще прекрасно. Вообще. 10 из 10. Потому что два предмета, которые они перевели в первый тир, они в действительности должны находиться были в первом тире, потому что эти два предмета, они максимально бесполезные. Ага, стал на лустрик. Хорошее решение, потому что стол у него довольно-таки слабый. И предметы у него, ну, не шибко хорошие. Можешь еще взять ЦМ-ку, чтобы вдруг чего поставить баф людей. На самом деле хорошее решение. Он принял то, что перестроился в лустрик, потому что у него там есть несколько чуваков, которые имеют уже тинкеров 2 звезды, а этот тинкер, извините меня, будет разваливать кабину только в путь. Я уже, кстати, в своем дневном ролике говорил, кто, кстати, его не видел, обязательно посмотрите, потому что там такой шикарный контент получился. Поэтому обязательно к просмотру. Я уже говорил в дневном ролике о том, что у меня работает вентилятор, поэтому если будет какой-то легкий фоновый шум, то извините, без вентилятора сегодня я не могу. Мне обещают огромную температуру каждый день, и я таю как мороженка. Я думаю, вы не хотите увидеть в прямом эфире, как тает человек. Так что вот. Но баф людей зря не покупаешь. Может, тебе сейчас пришло бы еще 2 человека, и ты бы поставил себе баф людей стартовый. Ну, хозяин-барин. Он так видит. Пока наблюдаем. Смотрим на ничего. Хочу напомнить, кстати. Кто пропустил мой стрим, то напоминаю. Во вкладке трансляции есть все записи моих стримов. Поэтому переходим во вкладку трансляции, смотрим записи моих стримов. И там еще тонна качественного контента. Ну и кто вдруг не знает, то у меня выходит по 2 ролика в день. Один в 12 часов, второй в 6 часов вечера. Вот так вот. Один мой ролик, а второй это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». Но тут тоже чел он скилловый.
Уже 2 двухзвездочные фигуры имеет. Сильно. О, Хускар. Берем. Берем. Пригодится. О, а там чел на первом месте скиллует. Уже имеет 2 тинкера в 2 звезды. Сильно? Давай брать Хускара, либо выходи в 40 монет плюс. Но я бы на твоем месте взял бы Хускара и Абадона. Кстати, классные тут легендарки. Есть Свен, Квапа, Дизраптор. Хорошие фигуры есть. Интересно, что он нам подготовил на сегодняшний ролик. И она здесь будет не какая-то имба. На имбу смотреть не очень интересно. Интересно посмотреть на качественный контент, не через имбу. Яйцо. Почему Хускара не взял? Мог бы взять Хускара, он бы тебе помог. Лину бы сейчас взял, ЦМ-ку бы взял в прошлый раз. Может, тебе бы баф людей реально ранних упал. Ну ладно. Не хочешь, как хочешь. Твой выбор. Осуждать не буду. В самом деле, когда вы играете через лустрик, в этом есть несколько плюсов. Во-первых, пока вы играете через лустрик, вы, соответственно, видите, кто что собирает. Ну и, соответственно, вы можете какой-то билд под это подстроить. То есть, вы играете себе спокойно на лустрике, вам ничего особо нормального не идет, у вас более-менее все хорошо. Смотрите, кто что собирает, и сразу собираете им контрпик. Это, в принципе, норма. Плюс ты получаешь кучу денег, выходишь в ранние 50 монет. И, в принципе, чувствуешь себя хорошо. У меня что-то как-то глаз слезится, поэтому если вы видите, что я часто моргаю, то это именно из-за этого. Но я бы все-таки взял бы и Лину, и ЦМ-ку, и Хускара. Ну. Надо же как-то будет мобов на 10-м раунде-то забирать. Если ему стол сильнее не придет, то он, скорее всего, и от мобов откиснет. Такой вариант присутствует. Вот бы мне пришел так Тинкер, как чуваку на первом месте. 2 Тинкера в 2 звезды. Почему-то, когда я записываю контент, мне так Тинкер не идет. Обида? Несправедливо? Куда жалобу кидать? Я буду жаловаться. Я вызову полицию на него. Я заяву в прокуратуру отнесу. Его там по полной программе проверят туда да я. Угу. У меня есть связи. Ужасный у него стол. Не знаю, мобов он может не затащить. Надо брать уровень. Ты мобам хочешь проиграть? Не выставляют. Тогда бери уровень, количеством попробуешь взять. Возьми Марса как танка. О, отлично. Ставь Марс. Да, отлично. Тинкера не скипай. Только предметы посмотри. Ты все передал как надо? На всякий случай проверь предметы. Они в гоблине убийцы? Да, ну все отлично. Нормально хп восстановил. Только не знаю. Я бы на самом деле баночки не юзал бы до конца, по той лишь причине, что мало ли бы я играл через орков, и я бы сделал только себе хуже. А потом там уже подстраивался немного с этими эссенциями. Но это уже кто как любит, грубо говоря. Тут уже нет какого-то стопроцентового плана. Так надо, так не надо. Ой, хорошо. Мобов затащил, отлично. Да, аптечка. Естественно, аптечка. И дальше на лустрик. Хороший выбор. У вас есть вкус? Только посмотри там, чтобы кто-то тоже не играл через лустрик.
А то будет неприятно как-то. Можно Трента взять. Если ты его в 2 звезды соберешь, то на 15-м раунде у тебя больше шансов забрать мобов. Либо же ранний баф эльфов соберешь. Всех мобов забирать будешь налегке. С ранним бафом эльфов. А че ты уровень не взял? У тебя был бы уже 6-й уровень, и ты, соответственно, имел бы больше шансов на выпадение фиолетовой фигуры. А там мало ли кто бы тебе пришел. Не хочешь взять 2 людей? Они тебе пригодятся. Может, возьмешь? Лину и ЦМ-ку. Не хочешь? Да хоть посмотри там, может кто-то тоже играет на лустрике. И тебе надо будет с жрецами поиграться, вдруг чего. Плохо, что не смотришь на табличку игроков. Ой-ой-ой. Если этот парень найдет еще одну цвету, то там будет 3 тинкера в 2 звезды. Это будет больно. А вот взял бы ЦМ-ку, взял бы Лину, взял бы теперь котла, и был бы у тебя баф людей. Зря не покупаешь баф людей. Зря. Не критично, но зря. Я бы на твоем месте покупал. Интересно. Хочет попробовать сыграть через шаманов? Вот знаете, я когда смотрю рубрику, у меня игра в угадайку. Угадай, что сегодня будет у нас на повестке дня. Хотелось бы увидеть Свена. Давно я не видел Свена. У меня как-то не получается этого Свена записать. То ли мне демоны не идут, то ли мне Свен не идет. Не знаю, как это работает. Да, у противников там, конечно, добротные столы. Опа, сбили винстрик молодому. Естественно, не имба. Куда же без него? Но пока не ставят, окей. Не. Забираю свои слова назад, все равно ставят. Благо, сегодня выходит патч. И будет намного легче против него играть. Намного. Прям нарадоваться не могу. Насколько намного легче будет играть против антимага. Эх. Что-то у тебя здесь в игре много гоблинов. Мета-гоблинов, получается. Бери уровень. Уже 8-й можешь взять. Прекрасно. Теперь выставляй свой стол, потому что сейчас у тебя будут против тебя мобы. Я уже думал, ты захотел проиграть мобам. Вместо тролля ставь солнечного шамана. Ну? А чё ты не поставил солнечного шамана вместо тролля? Он же бесполезный. Ой, походу от мобов проиграешь. Это плохо. На 15-м раунде нельзя проигрывать мобам. Слишком много предметов там падает полезных. Хотя... Может и не проиграет.
Сейчас бы ракетки нормально залетели, и башер сработал. Отлично, башер сработал. Добивай, добивай, добивай. Башер, башер. Ну баш. Блин, прикиньте. Есть! Фух! Болел, как будто это я мобов убивал. Лично. Ну, хорошее решение, то, что он гоблинов сейчас продает. Они ему вообще не нужны. Опа, молот грома. Сюда. Это вкусно. Это нам надо. А чё ты рок войны не закинешь в антимага? Как-никак, плюс скорость атаки. Я на самом деле вообще не понимаю, что сейчас у него будет за билд. Если бы хотел играть через демонов, то он бы купил SF-а. Но SF-а не покупает, поэтому не знаю. Взял шамана, то есть, скорее всего, он хочет сыграть через шаманов. 2 дума. Боже, чтоб мне так демоны шли. Хорошо ему демоны идут, очень. Кстати, в этом патче же шаманов немного нерфят. Неприятно. И я бы сказал, неоправданно их нерфят. Там, когда какой-либо контроль прилетает теперь в этих шаманов, то, соответственно, у них перевоплощение скидывается. Если раньше тебе там прилетал Silence, Hex и тому подобное, то они все равно перевоплощались. Сейчас это не так. На самом деле, я не знаю, зачем они именно так сделали, такой нерв. Но, как по мне, он неоправданный. А ну, напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Как по мне, нерв шаманов неоправданный. Почему ты не закинул до сих пор рок войны? Он же дает скорость атаки тебе. Или не дает? Дает, по-моему, 10% дает. По-моему, дает 10% скорости атаки с руки. А ну-ка, если что, в комментариях меня поправьте. А по-моему, дает. Утверждать не буду. Но, по-моему, дает. Да не, дает. Мне не нравится то, что ты так редко смотришь вражеские столы. Инвокера возьми, пригодится. В него этот рок войны закинешь. Может, он там призовет своих сумоны. Ладно. По всей видимости, хочешь играть через шаманов. Но если здесь не будет 5-го легендарного шамана, то забей. Но антимаг в 2 звезды сейчас будет тащить ему любые столы. Ай-яй-яй, Дум не в того полетел. Дум, к сожалению, не в того полетел. Мог бы реально сейчас Хускара купить, поставить себе 4 тролля. А, 4 бы не получилось. Извиняюсь. О, дух легендарный. Сюда эту прикормку. А почему ты один слот не занял?
Не понял. Ладно. Хорошее усиление. А ну, смотрим реликвию, что там тебе упало. Давай, показывай. Раскрывай все карты. Посмотри реликвию. Реликвию посмотри. Шаманчик. Берем. Еще берем. Да, реально будет через шаманов играть. Квапа. Как же тебе хорошо идут демоны. Выставляю еще одного шамана. Йо, вот это ему пришло. Там все хорошие реликвии ему упали. Все. И мета хороша. Восстановил бы себе кучу хп. А почему ты не поставил себе третьего шамана? У тебя все равно на один слот меньше. Ага, духа пятерку засунул туда. Окей. Поставь еще одного жреца. Интересно, ты так долго все делаешь? Something horrible is peering into our world from the deep sea. У тебя очень много свободного места на столе. Почему ты не доставляешь фигуры? Earth is shaking, lava is howling. Ладно. Давайте посмотрим, потому что я не понимаю этих действий сейчас. Через духов хочешь сыграть? Ну, судя по всему, да. May the tune of Солнечного шамана апаешь. But it's mine now. Let's set out on a new voyage. У тебя много лишних волшебников. У тебя еще 2 свободных слота. Почему ты их не закрываешь? Я жду ответы на свои вопросы в комментариях. Мне очень непонятны твои действия. Witchers are blind. Поставь орка-шамана двухзвездочного в середину. У него огромная область сайленса. А это триггер для духа пятерки. Ох, я счихнул. Ай-яй-яй. Кто пожелал мне быть здоров, спасибо огромное. Это, знаете, это аллергия на инсектоидов. Значит, здесь есть инсектоид. По-любому есть инсектоид. К гадалке не ходи, по-любому будет инсектоид. Раз я чихал, то 100% так оно и должно быть. Итак, дух пятерков, 2 звезды у тебя есть. Какие дальше действия? Что будешь делать? Угу, в уровень пошел.
answer to thee? The auto chess and everything is 42. Я так понял, он хочет выйти в духов. У тебя сейчас мобы. Поставь на мобов что-то. 2 еще слота есть. Ну? Почему ты не ставишь фигуры? Ты помнишь? На свои вопросы я хочу получить ответы. Поэтому давай с таймингами, в комментариях, все как надо. Мне очень непонятны твои действия. Ну ладно, вышел из инкама. Для чего? Хорошо. Может, предметы посмотрим? Кристалл призрака хороший предмет. Надо брать. Ну, это база. А дальше что? Если ты будешь играть через духов, клевер не скипай. Ладно. А безоружие тоже полезный предмет. Но сначала надо было посмотреть таблицу игроков, чтобы посмотреть, что они там собирают. Один 100% играет на охотниках. У него винстрик 13 единиц. И 7 уровень. Там он 100% играет на охотниках, собирает их в 3 звезды. Но очень редко ты чекаешь таблицу игроков. Это плохо. Тебя могут спокойно законтрить. Духи — это не та синергия, которую очень сложно законтрить. Ее очень легко законтрить. Как же тебе хорошо антимаг сыпется. I'll exercise every. Я понял. Здесь будет имба. Чернокнижники. Добро пожаловать. Тини ставь вместо орка-шамана. Time for a miracle. А зачем ты берешь лишних волшебников? И почему ты сейчас не поставишь себе Тини? Last. У тебя будет 6 духов. Поставь Тини. Demon was born free, and he is everywhere in chains. Нормальное решение поставить морскую волшебницу. Вдруг чего можно перестроиться будет в морских. Но мне непонятно, почему ты не ставишь 6-го духа. О, да! Да, детка. Сильно. Миндальная связь сработала. Он сейчас себе антимагов 3 звезды соберет и будет всех разрывать. В легкую причем. И 1 хп получил с эссенции. Вот это я понимаю. Давай на последние деньги собирай себе антимагов 3 звезды. Вот так вот налегке, на одном дыхании. Давай сейчас пару раундов и антимаг в 3 звезды. Давай? Давай, мы с тобой договорились. Сейчас должен за несколько раундов тебе прийти антимаг. 3 звезды. А вот тут уже больно. Это 9 воинов, но тебе плевать, потому что у тебя есть энергия духов и не имбовый антимаг. Хотя дух пятерка нанес 6600 урона на секундочку. Тебе бы вот этот винстрик сбить у чувака, у которого 16 единиц винстрика. Минер. Купи, получи 5 монет. Почему ты его не купил и не получил 5 монет? Почему? Купил, продал, и все. И жизнь удалась. Ладно, окей. Наверное, не знал. Хотя, странно, что не знал.
Либо ты записывал эту игру, когда тебя жестко отвлекали, и поэтому ты столько непонятных действий делаешь. Либо не знаю. Иного объяснения у меня нет. Но то, что тебе пришел дух пятерка ранний, это вообще шикарно. И то, что ты его в Мамору засунул, очень много импакта тебе дает. Но если там чел соберет гритеров, то забей. Он тебя законтрил. Ой-ой-ой. Гоблины мехи. Ну, охотник умирает. Без шансов. У охотника там жестко лицо рвется. Ну, кстати, по поводу клевера я не дорассказал. Клевер не скипаешь. Кстати, Винстрик сорвал. Отлично. Красавчик. Да. Только хотел сказать. Ну, ладно. Ну, тут 50 на 50, понимаете. Мог брать и закидывать яйцо в дизраптора, а мог не делать этого. Почему? Потому что ему нужен был один антимакс лишь для того, чтобы он его собрал в 3 звезды. Такое себе действие на самом-то деле, когда у тебя есть почти 3-звездочный антимаг, закидывать яйцо в дизраптора, ну... Стоит ли оно того? Ну, стоит на самом-то деле. Но в его случае я бы, наверное, все-таки бы дождался еще одного антимага и закинул бы яйцо в этого антимага. Все-таки это намного лучше было бы. Is peering into our world from the deep Я до сих пор не понимаю, зачем ты держишь этого солнечного стража. Как он тут в игре называется. Но, как я ранее говорил, с антимагом все билды играют. Все билды реализовываются. Спектра. Купи, получи 5 монет. Ты пролюбил 10 монет. Минера куп... Минь... Water always wears you down. Два башера скипни, они тебе не нужны. У тебя было два бесполезных башера и дискорд. Дискорд, он бы тебе помог, потому что у тебя дух пятерка и антимаг бьют магическим уроном со своих способностей. Надо было дискорд оставить, а два башера и какой-то лишний предмет скипнуть. Драконий рог, это хорошо, что он тебе упал. Он тебе в действительности поможет. Это сильный предмет. Особенно, когда у тебя есть дизраптор. Но! Не такой ценой. Купи спектру. Получи 5 монет. Купи спектру, получи 5 монет. Получи царские 5 монет. 5 монет. Да иди ты. I mean, magic ends here. How dare one touch the fire? Ну, судя по тому, что я вижу, он здесь всех разрывает. Когда он получит себе еще антимагов 3 звезды, то это будет конечное для них всех. Ему еще на сдачу получить посох 3-го тира, чтобы дух пятерка намного больше дамажил. И агоним. И все. Он, дух пятерка 7500 урона. Зачем тебе солнечный шаман? Ладно. Этого я пока понять не могу.
У игрока на гоблинах хороший стол. Но не для такого антимага. И тем более не под духа пятерку. Там слишком много магического урона прилетает. А охотник умирает от духов. На мгновение мне показалось, что это антимаг ему пришел. Но это вещи и слова, ему антимаг пришел. Да. Продай солнечного шамана, купи себе антимага в 3 звезды. И сделаем похоронное бюро. И все. Устроим ритуальные услуги. Да, продай его. Нет, продай его. Продай. Не хочешь? А надо. Да. Чел на гоблинах 2 раза уже получил в табло из-за того, что у него кучно стоит... Фух, ты хоть заблокировал стол, боже. Мне на мгновение показалось, что ты стол не заблокировал. В общем, чел на гоблинах на своих ошибках не учится, судя по всему, потому что 2 раза к нему уже пришел Дуня, накинул ему массовый сайленс, а он все равно всех кучно оставляет. Не, я понимаю, что сейчас антимаг в 3 звезды, и как бы плевать, что он там будет делать и как он там будет выкручиваться из этой ситуации, но все же. Мог бы сделать нормальную расстановку, человеческую. Но без имбы как бы не обошлось. Сейчас давай, на сдачу посох 3-го тира. Драконий рог еще упал. Нормально. Ну давай, давай смотреть. Перчатку 4-го тира, давай. Или посох 3-го тира. Колдовскую цепочку берешь, нормальная тема. Драконий рог. Кому? Ну, пойдет. Станчик выпишет. Кристалл призрака хорош. Ну, ладно. У тебя куча лишних предметов, их надо скипать. Башер скипай. В самом деле мог взять рапиру и закинуть в духа 5. У тебя бы дух 5 так бы дамажил. Опять он всех кучно поставил. Боже, это гений. Зато цветы 2 штуки собрал в 3 звезды. Ну и с ними улетел в next. 5 хп. Все, следующий раунд похоронный. Реально, мог бы взять рапиру, закинуть эту рапиру в духа 5, и там бы с комбинацией его пассивки, там бы столько урона вылетело. Ой-ой-ой. А если бы тебе еще и посох 3-го тира упал, и ты засунул вместе с рапирой в духу 5, если бы у тебя еще был агоним, то там такие космические цифры. Дай боже. Давай, поменяй расстановку и сделай в другом углу себе кучно персонажей. Гений! Это непризнанный гений. Выпишите ему премию Дарвина, пожалуйста. Почему у меня таких противников мало? Почему? Да. Запомните такого антимага. В этом патче такого антимага не будет, потому что на него волшебное зеркало работать не будет. То есть его иллюзии, которые будут появляться, не будут юзать его пассивную способность. Давай показывай, что там у них по предметам, все такое. Давай посмотрим. Что там у охотника, покажи.
В общем, снова оборвалась запись на вот этом вот моменте, и я снова повторяю, ребят, когда записываете свою игру, показывайте концовку, показывайте у кого какие предметы и все такое. Много кому интересно. Мне лично интересно посмотреть, какие они там предметы себе брали. И все такое. Это важный аспект игры. Ну, ладно. Что ж. Что в целом я хочу сказать по игре? Игра через имбу не особо интересна. Да, собрал антимагов 3 звезды, это прикольно, но таких каток я видел миллион. Много ошибок было. Не скажу, что они критичные, но вот, допустим, с перековкой. Некоторые предметы перековывало, которые не надо. Расстановка, ну не расстановка, а выставлял фигуры странно. В общем, давайте так. Скажу в целом. Игра мне понравилась 50 на 50. 50% это потому, что играл через имбу, это не особо интересно. Вот если бы ты сделал Дизраптор плюс Духа пятерку без имбы через богов, это было бы намного интереснее, потому что ты бы играл там через Духа пятерку и все такое. Но тут антимаг в 3 звезды, ну, антимаг в 3 звезды почти в любой билд вписывается. Поставь его в рыцари, работать будет. Поставь его в охотников, работать будет. Подставь его в воинов, будет работать. Куда угодно поставь. Он просто будет тащить игру. Да, в сегодняшнем патче его подрежут, но он будет уже не такой имбой. Но все равно, он еще остается сильным персонажем. Просто легче его контрить будет. То есть, когда Сайленс накинется на антимага, то он не будет кастовать свою способность. Он будет выжигать ману, но кастовать способность он не будет. Это сильный нерв. В общем, я в целом свое мнение по поводу игры сказал. 50 на 50 она мне понравилась. Я не скажу, что она ужасная, но она просто обыкновенная. Но интересно. Интересно было посмотреть, как будут реализовывать. То есть 50 на 50 понравилось. 50% это чисто из-за того, что на имбе сыграл. Вот и все. Кратко. Ну, за ошибки я, соответственно, в течение играл, и некоторые мувы я не понял. Поэтому напиши в комментариях, зачем ты делал такие-то действия и все такое. А так, что думаете вы по поводу этой катки? Вы напишите в комментариях. Не забудьте тыкнуть свой лайк, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендаций. Если ты на меня еще не подписан, то обязательно подпишись. И у меня есть телеграм-канал, в котором я пишу, когда у меня стримы по обновлениям этой игры. И самое главное, есть чат комьюнити. Телеграм-канал закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.